нужно. Если затираем, всегда, вот это закон важнейший, если затираем ножом, стихином, всегда от светлого на темное, вот от более, тогда красиво ложится. Если наоборот темное закидываем, получается грязь, оспа такая, понимаете? А когда светлое, вот, не знаю, ну, здесь не очень хорошо пример, но светлое очень хорошо кладется на темное. Это вот к вопросу маслом рисуем. Светлым по темному. Грязи стараемся не делать. Не забываем о вот этой, что-то вот если недописанности какие-то, вот можно этой мягкой. Тоже сухой кистью, сухой, постоянно вытирая. Вытер, раз что-то решил какой-то вопрос, только тогда не будет грязи. И смежные цвета противоположные не смешиваем вот так вот. Понимаете? А вот просто вот заходим от яркого на темный немножко, чтобы не смазать грязи. И то вот немножко грязи добавить. Белила попали, посмотрите, как потухло цвет. Вот. И важнейший момент, как пользоваться вот этой штукой. Тоже вот. Все, ну как не все, но начинающие. Вот так вот мажут, вот прям чуть ли не вот так вот. Как румяна наносятся женщины, еще мягче. Самыми буквально десятком самых вот этих кончиков, самых таких, вот им буквально даже воздух над картиной, чтобы там еле-еле шуршало. Вот тогда она будет качественно затирать, легко, без полосок. Вот, что-то вот. Какие-то. На периферии особо ярких цветов не обязательно, их можно немножко подрастворить. Мы раскрыли холст. То есть холст раскрыт. Сейчас у нас задача, последний этап наступает, накладывать цвета на наши тени. Так, а мы сейчас, то есть самое светлое у нас на поту. Самое светлое, да. Сейчас такие полумеры такие. Вот в этом цветке, допустим, вот в этом, мы ищем вот примерно вот эти затененные такие. Рисуем практически одним маслом и оставляем наши тени. Да, вот тут вот. Так, вот имеем в виду эту точку и туда складываем наши полутени такие вот. Такие грязноватенькие такие пока что. Это неопределенный цвет. Теневые вот взять, отжать. Тут же у нас краски уже много. Вот раз, и глядишь, и теневые. Такие. Тут тоже элементы случайности очень много. Она так рисует сама кисть, примерно подбираешь цвет и глядишь, что-то и вытянешь. Не вытянешь, поправишь. Вот. Пока вот такой вот сумрачный цветочек у нас получается. Можно немного не дотирать краску, чтобы прожилки были. Но очень плохо, когда белила чистые попадают в эти. Они седыми кажутся. То есть недоразмешанность хорошо, но когда недоразмешаны цвета, оттенки. Но не белила. Белила попадает сразу седина такая. Не очень хорошая получается. Вот здесь не очень красиво смотрится. Какие-то более-менее, если удачные места, уже не трогаем. Что-то вот. Так, вот можно взять вот такую кисточку двойную, это для скорости. И не только для скорости, тут еще в нем хорошо то, что элемент случайности происходит. Мы не можем контролировать, так думать, куда второй еще проложит свой мазок. А случайность это всегда хорошо в таких живописных. Так, вот уже, вот это уже примерно мы приближаемся к максимальной светлости нашего белого.
Вот смотрите на палитру, вот посмотрите, насколько она все-таки темнее. Темнее, она, чистый да, пылин. темнее. А кажется, как разбелка полнейшая. То есть, ну, практически вот считается как белое. Не забываем, у нас тут освещение теплое, исходник у нас вроде холодный, но нам-то нужно вытягивать в теплую гамму, то есть добавляем желтого, желто-оранжевых таких вот цвета будут у нас теплить. Цвета не должны повторяться, в идеале вообще каждый мазок должен быть отличаться, но они у нас и так немножко отличаются. Краска жидкая, она смешивается с подкладкой, уже постепенно меняет цвет. Каждое новое прикосновение, оно уже потихоньку теряет. Вот здесь потерял. Вот изначально вот эти были, смотрите, вот уже цвет замазался за счет, то есть уже какая-то живописность проявляется. Чисто кадмием лимонным можно даже несколько мазочков сделать внутри белых, видите, они хорошо кладутся без белил. Вот это чисто кадмий лимонный. Ну, лишь бы только подкладку саму не замазать. Да, вот это вот важнейшая вещь. Вот. Не увлечься, а оставить нашу... А я увлекаюсь. Да, не увлекайтесь. И смазываю. Вот лучший враг хорошего. И еще раз запомните, что не надо прикладывать больших усилий. Вот картина должна быть написана легко, небольшими средствами физическими. То есть вот как-то меру какую-то. Вот кисть у нас подразбилась такой расчесочкой, и получается такие как бы рваные. Да. Вот это нужно ценить тоже. Это можно нарочито сделать, разбить вот так вот. А может быть, вот так вот можно. Вот она становится такой. Это я народу показываю. Да. Вот. Она тоже вот так вот. Это тоже. Но нельзя переусердствовать. Если все так сделать, оно все будет какое-то полосатенькое такое, как это хорошо в меру. Не нужно застревать на одном месте, нужно идти дальше. Мы еще 10 раз вернемся к этим цветам. Вот белила недомешанные, чувствуете? Фальшивые. Фальшивые. Да. Тут уже более. Собираем все это в точку. Если очень яркие, такой розовый, если не нравится, можно любым другим цветом припачкать. Так, можно немножко снимать лишнюю краску и смягчать одновременно. Участки какие-то. Я одновременно снимаю лишнюю краску. Кисть забирает часть краски. То есть рыбкин хвостик — это вот именно внутренние вот эти перышки. Да. Понял. Причем в зависимости от того, как его повернешь, вот да? Кистью. Можно же это, только можно. В 2 раза дольше. А здесь вот, наверное, как повернешь. То есть там, где она сторона поменьше, сделать ее верхушкой, это будет верхний совсем там маленький. С другой стороны поворачиваешь, я, кстати, не думаю. Даже не знаю, где тут... кстати, это да. Все равно такой легкий хаос должен быть. Это мы все полутени пока у нас идет. Нет, это уже почти, ну вот эти участки уже светлее, наверное, не нужно. Сейчас попробую, совсем уже светлое, уже почти. Или нам проще перейти к кому-то другому, а потом уже по отношению. Да, кстати, нужно работать с отношениями, это все правильно. Да. Вот, сразу нельзя набросить на одно место, решить, это опыт большой нужен, чтобы потом пересветленной картины не оказалось нечаянно. Нет, наверное, да. Вот это уже предел. Все-таки берем, мы не будем приближаться.
Вот это максимально светлое. Смотрим пока насквозь, или же кто-то прищуривается, вот я не знаю, как вы рисуете, я насквозь смотрю, как меньше глаза устают, когда прищуриваешься, устают. Ну, то есть не смотрим на детали, смотрим, пока работаем с цветом. Понятно, что вот здесь пока так не очень благородно все, уже на каком-то, уже потом этапе, когда набросаем все эти основные цвета, можно потом уже деталировочку, где-то вот смягчить вот это вот. Кстати, краска немножко станет. Потом уже можно будет еще заняться. Но пока смотрим, работаем только с цветом. Так, вот это полная сила белого. Смотрите, он такой сероватый, зеленоватый. Видите, невнятно. Он набрал грязи. Тут доминирующий лимонный, по-моему, или кадмий желтый. Плюс вот эта фиолетовая грязца какая-то. И она. А если чистый цвет проложить, он будет некрасивый, он будет такой не живописный. А тут, глядишь, вот ничего по цвету, правильно? Да. Пока это оставим. Тут у нас светлый у нас тут. Светлый, но другой по тональности с розовиночкой, что ли. Потому что он и должен быть рядом-то с вот этот у нас будет розовый. Даже если вот этими красками работать здесь, либо здесь, будут всегда варианты разные, потому что подкладка у нас другого цвета, она влияет. Смотрите, вот постепенно вот так вот светлого на темный. Да. Мы облагораживаем наши какие-то второстепенные такие. Вот опять же эффект венецианской штукатурки. Такие звуки можно оставлять, листья, не листья, но такие вот мигалочки, да, такие солнечные, световые. И такие, чтобы мазок был живой, ну, воздушный такой, с дырками. Он дырявый должен быть. И тогда он. А кое-где нужно нарисовать в полную силу. Вот еще попробуем поискать таких вменяемых листьев. Вот согласитесь, вот раз, два, три, и уже уже. Да. А что-то неудачное, не удалось, ну вот раз и нету. И хорошо стало, и хорошо, прочим, оттенок красивый, да. Пятно красивое осталось. Вот, хорошо, оно как бы удалилось, а вот эти, они этот план придвинули сюда, на меня. Да-да, вы хорошо чувствуете вот эти цветовые нюансы. Вот делаю такой вот параллельно с рисованием, можно вот обогатить тоже вот штукатурность вот эту. Но мы придать... обогащаем, все-таки имеем в виду, что задний план это у нас задний план. В силу, я имею в виду, не одинаково. Да, передний план сдержанный, да. Передний план у нас будет больше. Снова что-то соскребаем. Я наскребу.
Нет, ну у меня-то вот будет эталон висеть перед глазами. Вот, все. Ну, поэтому пион-то это достаточно сложная вещь. И если, так скажем, овладеть ими, да, то уже все остальные цветочки вопрос. Вот смотрите, ага, Ольга, смело заходим. Тут у нас вроде и нарисованный цветок. Да. Все равно заходим, да, смело и на темное растягиваем. Что-то ищем, такую сложность какую-то. Угу. А потом нам запросто сняли еще и спокойно. У нас остался тень, это мы ее до конца не забыли. Вот для меня вот это самое главное. Да. И потом еще проложили световые какие-то. Угу. То есть и сложность. Жиденько, да, уже маслицем. Да, жиденько. Угу. Угу. То есть вот смотрите, мы срастили весь этот кусок, с этим он уже органично смотрится в среде, как бы. Да. Этот кусок уже вообще завершенный, в принципе. Тут. Да. Вот его даже и трогать не надо. Даже не нужно листьями какими-то. Нет, его не надо. Вот здесь хорошо. Очень красивая вот эта вот часть, вот этот вот здесь, мне кажется, очень да, это английский, ну, напоминает английский красный. И в эту в зелень, в табак. Так, вот красиво. Ну, то есть мы смело не боимся разрушать, уже совсем красивые вещи оставляем, а уже что-то вроде набранное, не очень. Мы смело разрушаем, и потом опять по нашему холсту мы спокойно еще сможем его вытянуть. То есть вот берем, а этим сюда объединили. Вот этот еще прием хороший, торцом. Он снимает краску, гоняет ее вот так вот. Тоже очень хороший прием, очень усложняет. Не бойтесь смело грунт задрать. Вот, даже вот так можно оставить краску, понимаете? Ну, сейчас все перегляжу. Да. Ну, это-то как раз я наоблизываю, как я не вижу тут для себя сложности. Картина, я уже говорил, по-моему, на прошлом уроке, когда очень хорошо любая картина вертикальная переносит, не читаются вот эти. Вот такое еще заметно, а это почти незаметно. Можно такую нерукотворность придать участкам каким-то. Злоупотреблять нельзя вот этим таким совсем уже сфуматом. Ну, я так поняла, что злоупотреблять ничем нельзя. Да, все вот да. Это вот, особенно красивости, они дозированы должны. Все верно. Это уже на чувство вкуса. Там, где почувствуешь, где что-то нужно, где что-то не нужно. Жестко. Фехтуем ножом. Фехтуем, не боимся. Главное, чтобы грунт был мощный, хороший, чтобы не... Ну, это я все запишу. Успокоите тут? Ну, нет, я взял такую жесткую кисть. Тут же у нас краски уже полно, слой хороший. Можно вообще просто добывать ее вот из ниоткуда. Тени такие. Понимаете, вот что не сделай, она уже режет эту краску, добавляет что-то, грязь какую-нибудь. И уже что-то мы... А наш мозг нам чуть-чуть же нужно, подсказка маленькая, мы уже чувствуем то ли лепесточек, то ли что-то. Уже какие-то сложности, уже тоже обогащение. Ну, вот здесь вот. Зелень так мигает. Да, что-то вот там такое. На свету. Да, наш мозг будет думать, нашему мозгу наоборот интереснее что-то неразгаданное, недосказанное. Работаем нюансами, работаем тонко, умно, не топорно. Правильно? Правильно. Так. Вот рефлексы уже можно. Так, вот с лепесточками у нас, значит, где свет и где оно тень. Свет, вот забирает как лопатка. Вот здесь
теневая часть, если мы подразумеваем, да, что он под зубом, да, и там такая тепловатая тень. Можно достаточно сильно, если он не прозрачность показывает, можно сильно. Если показывать прозрачность, нужно легко. Вот эта тень не должна быть тяжелой, скорее даже может в оранжевую, если просвечивает, если солнце пишет. Вот пробуем так потихонечку, вот сюда тень. Вот. А эта часть будет светлее. Тут, ну вот, если он вот вскользь идет. Да, вот сюда. Это как бы это перепрыгиваем, а это освещаем. Да. Вот почувствовать вот этот нюанс здесь. Можно немножко залазить на фон. Фон у нас немножко стал вязким, потому что земляные краски, они быстро становятся. Но это уже нам на плюс идет. Вот. Мы уже смело залазим. Он не очень жидкий, не очень грязнит нашу краску. Понимаете? Вот. Можем на него спокойно запрыгнуть. Боимся вот таких яркостей. Это мы можем... Это мы вот грязненькой кисточкой чуть-чуть раз, вот уже яркость почти потеряла. Если еще немножко вот и сверху еще раз белым, таким вот. Розовый цвет он не очень хороший. Хоть и цветы у нас розовые, но вот уже что-то. Так, он уже какой-то сложный. Да. И такая важная вещь. Если более-менее что-то получилось, не старайтесь это исправлять. Всегда испортите. Вот, особенно когда нет опыта. Ну, вот я 80% даю. Начинаешь что-то исправлять, хочешь чуть-чуть получше. Блин, всегда хуже становится. Вот это самое. Такая беда. Вот это самое. Можно уже работать, воспринимать нашу картину как уже палитру и брать жесткой вот такой кистью, вот она очень жесткая, проклеенная, смотрите, как палка. А тут прям немножечко. Да, тут сантиметр остался. Все остальное проклеено. Вот, то есть вот можно использовать уже картину как палитру. Здесь краски много, и брать сухой вот этой, то есть жесткой вот этой кистью, где-то добывать какие-то звуки вот такие. Как раз они будут очень в меру. Даже если взять отсюда, будет уже очень очевидно, да. А так очень тонко, деликатно. Понял. Вытираем почаще перед сменой, если меняем оттенок какой-нибудь. Создаем такую цветочность какую-то. Вот хорошо растянуть. Такое сверху. Потемнее, да, но у нас тут. Вот что-то вот такое. Потом бы хорошо вот эти вот листики какие-то, хоть парочку вот таких вот пустить. Да, это не очень просто. Вот они, но они и декоративные очень, вот эти такие змеинки-то. Ну, вот такой момент уже закрыл немножко, да? Потом еще теневое, чтобы ему не было одиноко. Что-нибудь. Запятой такой буквой. Нет, лучше не запятой. Ну, да, буковка изюм. Это называется. Так, тут просится немножко теневого. Чуть-чуть очертить вот этот цветок. Так. Контрасты же бывают не только тональные, но еще температурные. Вот, допустим, к этому теплому желательно контраст тоновой, то есть темный, но еще и, чтобы еще больше контраст был, еще и противоположный по цвету, по тону с температурой. То есть
какой-нибудь фиолетовый. Вот он еще больше. Сгорится. Да, они подчеркнут друг друга. Выгоднее не какой-нибудь тепло-коричневый, а выгоднее прохладный. Либо же зеленый даже. Вот можно еще навязать вот этих теней чуть-чуть. Тоненько постараться. Вот. Там, где мы забили нашу тень, нашу первоначальную, да. Можно немножко добавить. Но это не очень органично смотрится, когда темным посветом. Мы уже возьмем кисточку, подотрем маленько. Да, вот взять немножко сухой кисточкой, немножко сплавить. Раз, чуть-чуть. Вот уже глядишь и как-то и смотрится. Да. Ну, что-то такое. Легкие звуки такие. Так. Вот уголочком вот этой вот легко, бездумно. Вот я еще подумать не успел, рука сама бьет, понимаешь, вот как на опережение, я не знаю почему, но вот. Ну не всегда это бывает удачно. Конечно, не всегда. Но иногда очень даже живенько. А иногда живенько. То, что неудачно, ну, полечим, ладно. Да. Вот удобно снимать краску, вот когда мастихин выгнут, вот такой вот. А они так продают? Или его надо его подогнуть? Сам подогнуть, вот он таким, вот я на камеру показываю, выгнут такой. И удобно им, он очень хорошо, он как-то без краевого следа снимает. Он снимает примерно с центральной своей частью. Достаточно удобно. И он растушевывать позволяет, все нормально. Концом не втыкаешься. Да, не втыкаешь, не в полной плоскости. И не остается этой полосы. Да, полосы не остается. Вот вы понимаете. Вы видите, достаточно. Да, округлой плоскостью. А таких и не продается. А вот стоит выгнуть, и все. Только меру имеете. Вот небольшой совсем. Вот можно прямо от торца. У нас периферия должна быть, ну так, сдержана. Вот можно прямо от торца вот так вот какие-то вещи смягчить. Не нужна нам тут особая четкость на периферии. Вот так вот пройтись прямо этой сухой кисточкой. Вот тут что-то ядовитое у нас нужно. Сейчас полечим. Вот сняли ядовитость. Вот как легко насыщенность снимается, а попробуй ее добейся, если бы нам нужна была. Сейчас, кстати, очень полезно сфотографировать ее и посмотреть через экран. Я так делаю. Сейчас мы так и сделаем. Я фотографирую, я почему-то на это смотрю отстраненно. Оно у вас в голове уже нарисовано, и полностью психика сложила картину. А с экрана... По-другому, как будто это чужое. Мы смотрим, да, как на абсолютно чужое. Вот видим, вот это здесь поработать надо, как-то он торчит, как непонятно. Да, как или чашка перевернутая. Прикрыть надо чем. Наша психика вот здесь уже нарисована все, а здесь мы не... ну, вот не знаю почему, но такой прикол. Отстраненный взгляд, да, совершенно. Абсолютно объективный взгляд. Как объективный, да. Как на чужое, не как на свое. Сейчас цвет нужно. Так, вот, более-менее. Много уже? Много масла, да. Вот можно подснять и еще попробовать. Потому что я пробовала и промакивать, а оно и ровно все. И темного нету. Ну, теперь я сейчас... Говорю, вы опять, у вас та же фигня получится, если вы не будете на глянцевом грунте рисовать. Грунт должен быть матовым, то есть бархатистым, держащим краску. Народ этого не понимает. Не понимает. Они красят, чем не копать. Все это развозится, они ждут, оставляют на второй сеанс, а второй сеанс это уже не алла прима, это совсем другое, такая высушенная живопись, ну то есть оставляют вот этот первый подписки. А оно живое, когда оно свеженькое, когда оно все вплавлено друг в друга. Не поверх лессировками лежит, а когда вот вплавляется, как металл, как я не знаю. Как сыр. Да, вплавляется. Как же проложишь такую лессировку? Можно так что-то, но это мастерство большое. А тут оно само, без всякого мастерства,
Оно раз, и вот как родное там. Да. Понимаете? Да, вот пионов там много всяких дырочек таких. Часто бывает. Их можно показать. Прямо даже нелогично немножко. Понимаете, вот. Так вот. Не нужно все в решето превращать. Ну да, где-то вот где-то да. неудачно смазать. И жесткость тоже нужно снимать. Если очень жестко вот положилось, нужно или пальцем, или кистью. Ну, вот, понимаете, если я жестко проложу, ну да, что будет жестко будет. Ну, пальцем берем или чуть-чуть. Или кистью. Вот уже все нормально. Да, не режет да, да, в меру. Да. Вот вот тут немножко жестко. Вот этот вот. Ага. Ну, можно кистью, можно. Не, Олег, а мне говорите, чего вы такое делаете? А я вот детальки всякие мажу, смотрю то, что где еще вижу. Я уже тут мало что вижу. Ну да, потому что примыливается. Да, замыливается. Да, да. Вот то, что вижу, стараюсь исправить. Вот и все. Стараюсь. Да, уже можно на этом этапе еще раз проходиться, жесткость вот эту снимать. Где ее снимать? Да, ну там, где жестко, где не нужно нам. Вот. Где-то... Передний план пускай себе будет. Да, передний план будет. А задний и средний уже он смягчается. Да, как бы он... вот именно правильное слово. Смягчать, да, смягчать. Мы же создаем среду такую, какое-то что-то необычное. И нам можно немножко вот. Тут уже краска немножко позволяет с собой работать. Ага. Чуть-чуть она вязкая стала. А если что-то вдруг перепакостила? Ну, не надо перепакостить. Ну, вдруг так надо залезла. Исправлять как-то. Способов много исправления, вы их все знаете. Я знаю, я ничего не знаю. Ну как? Да, сейчас я изменю в корне подход. Все? Супер. Супер.